Что-то эта тема чисток в партии меня не отпускает. Такой сюжет оказался неисследованный, так много в нем нюансов, что еще пару штрихов по теме чисток мы добавим, чтобы разобраться, как же формировали коммунисты советского человека. Но в видео о досрочной чистке 1932 мы больше говорили о том, как и за что партия выдворяла коммунистов из своих рядов. А теперь рассмотрим вопрос с другой стороны, как партия втравливала народ в свои авантюры, и это стало клеймом на их биографиях. Может, вы святой отец партийный? Может быть. Ах, может быть. В этой фразе Ильф и Петров продемонстрировали в своем бессмертном, не побоюсь этого слова, произведении отношение к членам ВКПБ. Это уже потом, через 3 года после смерти Ильфа в 1937-м, Петров потеряется по жизни и сам вступит в коммунистическую партию. Но недолго ему будет суждено в ней состоять, потому что погибнет он в июне 1942-го в авиакатастрофе. Но тогда, когда они, молодые длинноногие, писали «12 стульев и золотой теленок», в конце 20-х, начале 30-х, то понятно, что относились они к членам партии крайне скептически. И создать это видео меня вдохновил такой комичный термин, как «сочувствующие». Я часто встречала это причастие в анкетах в графе «К какой партии относитесь?» и думала, что это так задержанные чекистами люди пытались показать, что вот они всей душой за партию, типа сочувственно к ней относятся. А нет. Оказалось все гораздо более прозаичнее. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И не успели в Солонянском районе члены и кандидаты ВКПБ очухаться от досрочной чистки 1932 года, как другая замаячила на пороге. Были такие, кто уже откараскался от партии окончательно и больше туда не лез, но многие отсеявшиеся мечтали восстановиться в ее шеренгах. И вот летом 1934-го в Солонянский район пожаловала новая комиссия по чистке, но уже такая безликая. Председатель Некрасов и член Ковалев. А секретарем Солонянского райкома тогда был какой-то Кузьменко. И вот 13 июля 1934-го эта безликая комиссия заседала, и перед ней предстал Залюбовский Родион Петрович, который родился в 1909 году в селе Новопокровка, а кандидат партии с 1932 года, бригадир тракторной бригады Натальевской МТС. И что-то там комиссии не понравилось, и она решила Залюбовского за политическую неграмотность перевести из кандидата в партии в сочувствующие и поручить политотделу уделить больше внимания вопросу повышения политуровня своих трактористов. И в этих 2 предложениях у нас достаточно информации для размышления. Во-первых, это самое слово «сочувствующее». Обратимся опять-таки к бессмертному произведению Ильфа и Петрова «12 стульев». Цитируем. Кислярский не вынес потока неосновательных обвинений. Бледный, поблескивая глазками, председатель биржевого комитета ухватился за спинку стула и звенящим голосом сказал: «Я всегда был октябристом и останусь им». Стали разбираться в том, кто какой партии сочувствует. Конец цитаты. Последние слова, естественно, не случайны. Ильф и Петров превосходно знали лексику тех времен, и у них тоже, видимо, термин «сочувствующий» вызывал смех. А сочувствующий – это тот, кто поддерживает чью-либо деятельность. Но есть же другие слова – сторонник, адепт, приверженец. Почему их не применили? Нет, именно взяли на вооружение это дурацкое причастие «сочувствующее». Во-вторых, тесно связано с «во-первых». Из решения комиссии по Залюбовскому понимаем, что причина его перевода из кандидатов в сочувствующие – это его политическая неграмотность. Потому что сочувствующих для того и придумывали, чтобы их идеологически обработать, чтобы они несли в массы политику партии. А тут на тебе, уже Залюбовский кандидат, а все еще политически не подкован. Садись, 2. Оставайся на 2-й год, заново штудируй решения пленумов, изучай уставы и труды Маркса и Энгельса. А теперь идем к истокам, откуда все это повелось.
Первые сочувствующие появились в конце 1917-го в Московской парторганизации. И уже через год Ленин унюхал этот момент и на заседании Московского комитета РКПБ 16 августа 1918-го толкнул речуху и поставил вопрос о том, чтобы эту группу сочувствующих прибрать к рукам, то есть узаконить. Ленин, как и его последователь товарищ Путин, всегда точны в формулировках. Это вам не мямли демократы, которые вечно нерешительны и тянут кота за хвост. Ленин понимал, что многие большевики ушли воевать, ряды их на местах поредели, и ему надо было вытаскивать из рабочих масс новых охламонов и делать из них новых большевиков. А чем заманить рабочие массы? Чем искусить? Правильно, оказать им доверие, пусть даже не платят регулярно взносы. Это ж беднота, черт с ними. Главное – это влезть в их метущиеся души. И Ленин сказал тогда, если 6 тысяч уделяем на фронт, а взамен 12 тысяч возьмем новых, то не будет большой опасности. Моральное влияние надо использовать увеличением нашей партии. И тут же Ленин пояснил свою позицию. На наших митингах очень мало выступает новых сил, что было бы очень желательно, так как в их речах будут живые ноты. Искус надо каким-нибудь образом организовать. Молодежь надо брать из рабочей среды так, чтобы был контроль рабочей массы. Члены партии должны развивать усиленную агитацию среди рабочих. И на основе его предложений было решено приступить к работе по созданию групп сочувствующих и выработать устав этой организации. Вот уж знаток человеческих душ, змей-искуситель вражий, мы еще до него доберемся. И главное то, что большевики опять же не хлюпики и не рохли, как всякие демократы, а у них партийная дисциплина, они сразу же перешли от слов к делу. Уже через 4 дня, заметьте, не недель, не месяцев, а 4 дня после выступления Ленина, 22 августа в газетах «Правда» и «Известия» в ЦИК опубликовали принятый исполнительной комиссией Московского комитета РКПБ устав организации сочувствующих. И в этом уставе четко и понятно, простым языком прописали, что прием в группу сочувствующих осуществляется по рекомендации одного члена партии или даже одного сочувствующего. То есть двери в банду большевиков открыты для всех. Приходите, новые лица, вам тут рады. Мы вас охмурим и автоматически всех сочувствующих запишем еще как бонус в районный клуб коммунистов. Падайте в наши объятия все, кто поддерживает РКПБ в ее борьбе за освобождение пролетариата и всего трудового народа от политического и экономического рабства. Сочувствующие, оставаясь беспартийными, с одной стороны должны были выполнять постановления РКПБ, а с другой имели право участвовать в открытых партийных собраниях и даже с правом совещательного голоса по общим вопросам и с правом решающего по местным. Вот это замануха для тех, кто еще вчера был ничем. Но через год, в декабре 1919-го, 8-я конференция РКПБ признала, что термин «сочувствующие» как-то звучит по-дурацки, и заменили его кандидатом в партию. Прошло 13 лет, как вдруг в 1933-м Институт сочувствующих внезапно возродили, но уже как позиция рангом ниже, чем кандидат в партию. Видимо, это было вызвано тем, чтобы пополнить ряды партии вместо тех, кого повыгоняли в 1932-м как несознательных и политически неграмотных. Надо было как-то заставить народ сесть за парты и штудировать материалы пленумов работы Ленина и Сталина. И теперь, когда началась чистка 1933-34 годов, то уже старались не выпроваживать из партии так кардинально, а плавно переводить в ранг сочувствующих, чтобы партийцы там свою политическую неграмотность ликвидировали, как Залюбовский, а беспартийные готовились к вступлению в ВКПБ. И в феврале 1934-го существование групп сочувствующих было официально закреплено в новой редакции партийного устава. И словосочетание
Политическая неграмотность стала критерием оценки членов ВКПБ, а цель та же, чтобы в мозгах их огненными буквами отпечатались цели партии. К политической неграмотности прилагался и второй грех – отрыв от парторганизации. И вот наступил 1936 разгар обмена партдокументов, так теперь называли чистку под благовидным предлогом. И мы видим решение Политбюро Днепропетровского обкома. Перед этим Солонянский райком перевел товарища Белоконя из кандидатов в партии в сочувствующий за политнеграмотность и отрыв от парторганизации. Обком дело расследовал и отменил решение райкома. А товарища Ляшенко тоже перевели в сочувствующие за политнеграмотность и пассивность, но после расследования на месте обком подтвердил решение райкома. Как видим, тактика комиссии по чистке резко изменилась. Теперь они оставляли своим партийцам лазейку. Если политически неграмотным или неустойчивым был признан кандидат в члены партии, то его ЦК и ЦКК ВКПБ рекомендовали переводить в разряд сочувствующих с тем, чтобы через год поставить вопрос об их обратном переводе в кандидаты или о приеме в члены партии, если проверка покажет, что они вполне созрели для этого. И пониженные в разряд сочувствующих за политическую неграмотность, недостаточную дисциплинированность и отрыв от первичной парторганизации клялись, божились исправиться. А тех, кто отказывался давать такие клятвы, уже исключали из ВКПБ. Вот Ляшенко, видимо, не пообещал клятвенно исправиться, и его и выкинули. А Белоконь торжественно заверил комиссию по чистке ликвидировать свою политическую неграмотность, его и оставили. А теперь посмотрим, что стояло за этим критерием политическая неграмотность. Как мы помним, в 1932 самым страшным грехом перед партией это были сомнения в реальности планов хлебозаготовок. А теперь этот грех – политическая неграмотность. Я в поисковиках не нашла определения, что это такое, но нам это все объяснят, опять же, Ильф и Петров. Это они нам проиллюстрировали в романе «Золотой теленок». Вспомним знаменитый автопробег, в который вписались Остап Бендер и его дружки. Деревня встретила головную машину приветливо. Но обычно гостеприимство здесь носило довольно странный характер. Видимо, деревенская общественность была извещена о том, что кто-то проедет. Но кто проедет и с какой целью, не знала. Поэтому на всякий случай были извлечены все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько лет. То есть именно равнодушие народа к актуальным проблемам партии и волновало руководителей ВКПБ. Простые люди не знали и знать не хотели имена партийных и советских деятелей, и в этом были виноваты политически безграмотные, сочувствующие в первую очередь. Имеем также свидетельство французского журналиста Сержа де Шессена. Бесчисленные села носят ныне имена Карла Маркса, Липкнехта и Розы Люксембург. Но, по словам Сосновского, главного редактора сельской газеты «Беднота», сельские жители не в состоянии объяснить значение букв СССР. И многие путают контрреволюционеров, вроде генерала Деникина, с президентом Федеративной Республики товарищем Калининым. Многие не знают имен Воровского, Зиновьева, Сталина, а названия вроде Совнарком или ВЦИК для них китайская грамота. Конец цитаты. Вот из-за чего возродили этих самых сочувствующих, чтобы они сами разобрались в политическом моменте и объясняли его среди односельчан. И надо сказать, что куда ни сунься, а видно, как Россия, продолжатель всех наработок советского режима, берет их на вооружение. Институт сочувствующих Единой России пока не ввели, но с политической безграмотностью российского народа борются всеми силами. И вот Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации выпустила такую статью «Свежак, 2023 год». И под видом развития демократии, которой в России никогда не было и никогда не будет, даже не надейтесь, авторы откровенно высказывают тезисы, которые применялись при чистках 1934 года. Я эту статью взахлеб прочитала от корки до корки. В другое время и внимания бы на нее не обратила. Но когда
когда понимаешь, о чем речь и откуда ноги растут, то видишь, как авторы статьи взвешивали каждое слово. В статье, как обычно, перекручены все понятия, вранье на каждом шагу, черное называется белым, а на тех, кто не верит в эту ложь, ставится клеймо политически безграмотных. Только один пример. Цитирую. «Наша страна со времен Древней Руси имела очень малое количество союзников и большое количество недружественных стран, в скобках врагов, чья политика была направлена явно против нашего государства. Во-первых, Россия не ведет свой отсчет с Древней Руси, это уже и в детских садиках знают. А во-вторых, вечно используемый образ врага. Весь мир против России не потому, что мы проблемные дикари, а потому что мир плохой против нас». И тут же, предваряя вопрос читателя данного опуса, а почему тогда товарищ Путин этому миру 30 лет навязывался в друзья, авторы статьи ставят неуклюжую, забавную ремарку. Ну, правда, так называемые недружественные страны обрели статус партнеров, но суть от этого не поменялась. Но нам интересны проблемы, которые очерчивают авторы статьи, что они понимают под политической безграмотностью российского народа и как предлагают с ней бороться в 2024 году. А эти проблемы две. Первая. Молодежь, а также люди, не способные критически мыслить или просто не разбирающиеся в политике по причине политической безграмотности, выходят на несанкционированные митинги. Здесь обыгрывается модное слово «критическое мышление». На самом деле пропаганда несовместима с критическим мышлением, но перекручивание понятий, на черное говорить белое, на этом, собственно, и стоит эта самая пропаганда. И вторая причина для беспокойства – социальная апатия, которая является угрозой путинскому режиму. Политическая апатия и абсолютное бездействие несут свои необратимые последствия. Равнодушие россиян к общественной жизни может в конечном итоге сыграть злую шутку с самой властью. Апатичное население не воспринимает никакие экономические пряники, подачки, а становятся пассивными и просто стремятся свести к минимуму свои расходы на потребление. Понимаете, цель кампании по повышению политической грамотности – это превратить активных граждан, которые выходят на митинги, в сочувствующие, а с другой стороны подпирают угроза, так и пишут, угроза со стороны апатичного населения, которое просто приспосабливается к плохой жизни, вместо того, чтобы начинать сочувствовать власти, проявлять эмоции, негодовать на врагов и все такое. И авторы предлагают аж 8 пунктов, как в России создать критическую массу сочувствующих. Вы только послушайте некоторые из них. Первое. Через школу по дисциплине обществознания. То есть забить детям головы, чтобы они стали сочувствующими и продвигали идеи властей родителям и друзьям. Второе. Трансформация политологии в одну из основных дисциплин наряду с высшей математикой в высших учебных заведениях. Это как в СССР основным предметом был научный коммунизм. Третье. Организация лекториев и вебинаров на тему политическая грамотность. В СССР это называлось лекции обществознания. Четвертое. Проведение проверочных работ на политическую грамотность среди населения, что-то типа диктантов или олимпиад. Пятое. Популяризация политического самообразования и самовоспитания, используя медиаисточники, обладающие наибольшим рейтингом доверия со стороны аудитории. Медиа и так вся карманная в России. И шестое. Научить население России не верить информации, которая сбивает их с курса политической грамотности. Не дай Боже не верить либеральным ставленникам и иноагентам и привлечь правоохранительные органы, ФСБ, чтобы усилить контроль в данном направлении. Вот так ФСБ
подняли старые наработки и модернизировали их. Наберите в поисковике о политической грамотности населения, и вы увидите, что многие российские чиновники обеспокоены этим вопросом и озвучивают проблему на высоких трибунах и медиаресурсах. Ну, просто как по команде. Канал Ірини Коновець-Поплавської. А мы возвращаемся в весну 1939-го, когда сочувствующие прекратили свое существование в СССР. Залюбовский именно в феврале 1939-го отправил в партколлегию по Днепропетровской области апелляцию с просьбой отменить решение по чистке 1934 года. И не только он, я думаю. Встрепенулись многие пониженные в ранге до сочувствующих. И тот же секретарь Солонянского района Кузьменко его поддержал. И уже в марте 1939-го Залюбовскому вернули партбилет. И в этом же месяце на 18-м съезде ВКПБ партия официально подвела неутешительные итоги эксперимента по возрождению Института сочувствующих. Выступивший с докладом секретарь ЦК ВКПБ Жданов признал, что прием в партию идет в основном помимо групп сочувствующих. И привел такую статистику. Среди всех принятых кандидатами в члены ВКПБ за 2 предшествующих года сочувствующие составляли только 21%. Исходя из этого, партийный съезд принял единогласное решение о ликвидации Института сочувствующих. Что до дальнейшей судьбы Родиона Петровича Залюбовского, то он стал все-таки полноправным членом партии. Перед самой немецко-советской войной работал на станции Елизарова, специальность инструктор-шофер. Был мобилизован в октябре 1941-го в звании младшего сержанта в 21-й отдельный инженерно-аэродромный батальон автомехаником. В боях его контузило. За время службы имел Родион Петрович не только 4 благодарности, но и 8 взысканий. И что-то там случилось, и Залюбовского из партии все-таки исключили и направили в 351-ю отдельную штрафную роту. Эта рота существовала с 25 февраля до 10 сентября 1944 года. Но, видимо, Роман Петрович в этой штрафной роте выжил, потому что засветился на военном пересыльном пункте, откуда выбыл 31 декабря 1944 в 8-ю запасную стрелковую дивизию. Далее его следы теряются.